Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем вам, дорогие наши зрители, подписчики, шлем из нашего сердца свет божественной любви и пожелания здравия, мира и добра каждому из вас. И сегодня у нас очередной ролик, очередной агрогороскоп, который сейчас мы более подробно рассмотрим. Итак, агрогороскоп с 19 по 22 марта 2022 года. Рассмотрим 2 дня, это выходные, суббота и воскресенье, 19 и 20 марта. В это время уже начинающая убывать Луна будет находиться в знаке Весы. Ну а вечером уже 20-го, после 18:46, перейдет в знак Скорпион. Но вот эти дни у нас практически не рабочие, и это связано с тем, что у нас еще 19-го все сутки будет сожженный путь полнолуния, после полнолуния, которое было 18 марта. Ну и утром завершается этот период, он завершается в 10 часов, поэтому здесь только вот 20-го уже возможны посевы. Давайте мы сразу же вот знак Весы, 2 дня, 19-го мы ничего не сеем, 20-го возможные посевы только баклажанов с 10 до 14 часов 30 минут. Здесь еще раз хочу предупредить, я всегда говорю о том, что когда мы сеем в знаке Весы или в других знаках, вот цветы у близнецах, если мы сеем в это время, то нужно заранее увлажнять почву. Не поливайте посевы. В это время растения и семена, в том числе, заняты дыханием. С рассадой не работаем 19-го, 20-го работаем, видите, 2 периода с 10 до 14:30. Затем Луна без курса с 15:41 до 18:45. Поэтому с 19 часов до конца суток можно делать любые агроприемы с рассадой, пикировка, посадка, пересадка, перевалка. Все это можно делать вот эти временные периоды. Для цветов и комнатных цветов единственная задача в эти дни – защита от вредителей и болезней. Пользуйтесь биопрепаратами или же аптечными препаратами, которые можно использовать в своем помещении, где вы живете. Обычно это то ли комната, то ли кухня, так что берегите себя, пожалуйста. Даже обработка нашатырным спиртом и перекисью водорода нужно выносить в ванную и закрывать там на несколько часов после обработки. В эти дни в знаке стихии воздуха мы не поливаем, только можно 20-го вечером после 19 часов. Подкормки не проводим. В саду раскрытие теплолюбивых растений для севера. Ну а у нас на юге это уже уборка. Уборка сада и подготовка уже к сезону. Но ни в коем случае, напоминаю, обрезку не проводим. У нас еще сожженный путь полнолуния. Очень большая энергетика в самих растениях. Не срезайте эту энергию, не забирайте урожай и силы у растений. Зеленые операции еще не проводим, но зато заготовки очень хорошо хранятся и вкусно и красиво получается. Квашение не проводим, получается капуста сухой и горьковатой, а вот настойки очень даже хорошо, особенно если эти настойки готовятся для укрепления сердечно-сосудистых заболеваний, простудных, очень хорошо вот использовать вот этот период. Рыбалка отменяется. Это еще, во-первых, сожженный путь полнолуния, у рыбы и так дестабилизация в пространстве воды. Ну и нерест, вот он уже вот-вот будет, где-то уже у некоторых рыб и в некоторых регионах начинается нерест. Пожалуйста, не трогайте в это время рыбы, это будущее питание. Поэтому остановите вот этот процесс рыбалки. Что касается сбора почек и хвои, сразу же вот скажу, что 19-го, когда еще будет сожженный путь полнолуния, не трогаем растения. А вот уже при выходе после 10 часов можно будет вот снова же собирайте почки, хвою, но очень аккуратно, избирательно, чтобы растение не пострадало. Хотя это уже убывающая луна и знак хороший, но очень аккуратно относитесь к деревьям, к кустарникам. Для комнатных овощей
тоже очень актуальна защита от вредителей и болезней. Проводите вот эти защитные агроприемы. Ну а вечером можно поливать уже растения. Теперь рассмотрим еще 2 дня. Это уже чистая энергетика, стихия воды. В понедельник и вторник, 21-22, Луна будет в знаке Скорпион, убывающая Луна. Но это начало как раз сразу после периода сожженного пути полнолуния, и мы всегда используем эти периоды для посева семян, цветов, овощных растений, то есть вершков. А также в этот период, так как это Скорпион, мы можем использовать для посадки ранних сортов картофеля. Они не будут храниться, это небольшое количество для того, чтобы получить ранний урожай. Ну вот вершки, вы знаете, что к вершкам относятся, напомню, томаты, сладкий перец, баклажаны, капуста, огурцы. Все, что дает урожай сверху, и цветочки наши, это все в это время сеется. Вот 22-го здесь нужно учесть, что можно эти работы проводить только до 17 часов. Затем идет энергия уже Стрельца. Переход в знак Стрельца произойдет в 22 часа. Но до 22 часов, еще будет с 19 часов до 21 часа 59 минут, Луна без курса. А при Луне без курса мы ничего такого не делаем с посевами и посадками. Рассада. 21-го все сутки, что хотите, то и делайте, что нужно. Это пикировка, пересадка, перевалка. И 22-го до 17 часов постарайтесь завершить вот эти работы. С цветами. Вот сейчас многие будут сеять какие-то цветы. Вот посевы на рассаду цветов, которые у вас запланированы на этот период, высевайте. Можно сеять на рассаду какие-то другие растения, которые будут у вас расти в комнате. Проводите уже пикировку своих рассадных растений цветочных, перевалку, пересадку. И вот это все можно делать до вот все сутки 21 и 22 до 17 часов. Поливы проводим эти 2 дня. Очень хорошо будет впитываться водичка. В это время растения хорошо пьют воду. А подкормочку обязательно тоже с водичкой. После полива очень хорошо в этот период дни Скорпиона. Прекрасно получается. Так что, но да, не увлекайтесь сильно много удобрений, потому что еще физиологические процессы идут очень медленно в наших маленьких растениях. И не только в маленьких. Для сада, там, где сухо, у нас есть подписчики с разных стран. Азия, там сухо, засуха, поливы хорошо делать. Ну и кто любит, увлекается прививками, можно делать прививки. Напоминаю, прививки всегда очень аккуратно проводите. Ну вот здесь в периоде Скорпиона наступает такое вот все красная строчка, но я назову эти виды деятельности, которые нельзя проводить в дни Скорпиона. Зеленые операции нельзя проводить, заготовки испортятся, некачественные будут, квашение тоже быстро закисляется, гниет и портится продукция. Настойки некачественные получаются, рыбалка нерест. Если бы это было осенью, прекрасно, на убывающей луне в Скорпионе можно было ловить рыбу. Но давайте уважать то, что нам дает природа, беречь и относиться с уважением к тем, кто нам потом становится продуктами питания. Берегите их, потому что в будущем они очень пригодятся. Вот эти все жители вод, которые станут нашим питанием. Берегите еще раз. Далее сбор почек и хвои не проводим. Это знак стихии воды. А во время стихии воды открыты раны, большой поток воды еще идет, поэтому и в это время, видите, еще ж у нас только-только сожженный путь полнолуния закончился, поэтому не трогайте растения в это время. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормочки. Это вот все у нас в это время делать. Это для взрослых уже растений. Если же у вас готовится рассада комнатных овощей, делайте перевалку, пересадку и далее работайте с ними. Полив, подкормки, все точно по графику. А теперь рассмотрим нашу постоянную рубрику «Луна для дома и для здоровья» снова же с 19 по 22 марта.
очень важный период. Вот у нас еще сожженный путь полнолуния в знаке Весы. Берегите себя, не напрягайтесь, берегите свое здоровье. В это время очень сильные энергии еще и Луны, и Солнца. Стрессовая ситуация, поэтому поменьше напряжения на свое тело. Ну вот что можно в весах 19 и 20, на что нужно обратить внимание. Но обычно бывает даже, вот обычно дожди идут в дни стихии воды, но очень часто бывает даже такое, что в дни стихии воздуха ветер приносит циклоны. Но вот если циклон, то тогда, конечно, может быть дым, давление сильное. Обычно, если солнце и ветерок, то очень хорошо разгорается и дым не поступает в дом. Но вот ближе к вечеру 20-го будьте внимательны, здесь переход в знак воды, знак стихии воды, поэтому может быть дым. Тесто получится нормальным в это время. Рукоделие приветствуется, именно творческое. Многие сейчас просто нужно что-то делать, делайте, несмотря ни на что, ни на какие знаки. Если это монотонная, обычная работа, которую нужно связать теплые носки, что-то подшить, перешить, делайте. Но вот творческая работа, рукоделие, вот это очень хорошо получается в весах 19 и 20 марта используйте. По поводу стрижки волос. Вот смотрите, сожженный путь полнолуния. Я не рекомендую, сама уже это испытала, в этот период нельзя стричь волосы в любом знаке, нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы. Это очень плохо отражается на здоровье. И голова болит потом, и волосы плохо растут. Ну а если покраска волос в знак стихии воздуха, да еще сожженный путь полнолуния, волосы становятся, высыхают, и краски портят наши волосы, нужно потом очень долго восстанавливать. Так что мы отказываемся от этого важного дела, переносим на другое время. Вот сейчас оно будет на следующий день. Мыть волосы в это время очень хорошо. Вот уход за кожей пока ничего не делаем, сожженный путь полнолуния. Организм и так у нас настроен очень напряженно в это время, и поэтому у нас в это время лучше ничего не использовать. А вот очистка кожи – это то, что касается каких-то, на коже появляются какие-то неприятные вещи. Вот это уже начало, можно начинать этот курс «Убывающая луна» вечером 19 марта. Первая вот эта процедура начинается вечером. Ремонт в знаке Весы можно делать, проветривать вещи при хорошей погоде. Пишу, стирка, уборка нет. Ну, если это текущее, то, конечно, если есть необходимость, то это можно делать. Но качества в это время не будет стирки и уборки. Начало инкубации пока еще нет. И давайте 20-го, здесь видите, как разнятся, да, как будто бы одна стихия, но здесь переход в другой знак. Поэтому, и, кстати, выход уже с сожженного пути полнолуния. Здесь мы можем, по дыму мы разобрали, что может вечером быть дым. Тесто нормально получается, рукоделие тоже очень хорошо. Вот стрижка волос с утра и до 16 часов, ну вот после 10 часов до 16. Стрижка ногтей с 10 до 16, покраска волос тоже с 10 до 16. Но старайтесь использовать краски органические. И мытье волос постарайтесь завершить до 16 часов. Затем наступает нехороший период для мытья волос. Но мы об этом поговорим чуть-чуть позже, буквально через минутку. Очень хорошо начинать с этого периода, с 20-го, вот эти специальные маски, питающие, очищающие. Вот это все можно начинать использовать. Итак, у нас далее идет очистка кожи. Здесь уход за кожей, это специально новая рубрика. Вот в данном случае можно работать с специальными масками, а также различными настоями или живыми травами, соком трав для того, чтобы провести очистку кожи. Очень хорошо продолжаем этот период. Ремонт можно делать, проветривать вещи при хорошей погоде. Стирка только вечером
И уборка, да, уже вечером, ближе к вечеру это можно делать. Я понимаю, что воскресенье, но сейчас очень многие сидят дома и планируют свои работы. Я стараюсь вот спланировать по энергиям, по Луне и Солнцу, для того, чтобы эта работа приносила удовольствие и была качественной. Начало инкубации пока нет, не проводим. И теперь идем к этим 2 дням. Здесь у нас практически все одинаково, поэтому я буду называть 21 и 22 при нахождении Луны в знаке Скорпион. Часто дым просто-напросто валит назад. И разжигаем печку, и камин, поэтому очень небольшими порциями, сухие дрова, и потихоньку разжигаем, и все нормально будет. Тесто ведет в это время, поэтому, чтобы оно не вело, не плыло, уменьшаем количество воды или молока, что у вас служит связкой для муки, или же увеличиваем количество муки. Вот, рукоделие в дни Скорпиона. Конечно, творческих работ не получится. Вот нету настроения в это время и качества не... Потом приходится переделывать. Я уже с этим сталкивалась несколько раз, и не только я. Стрижку волос, пожалуйста, не проводите. Стрижку ногтей тоже нет. Покраску волос не проводите. И мытье волос в это время не делайте эту процедуру со своими волосами. Это приводит очень часто к тому, что перхоть появляется, волосы жирными становятся. В общем, это нехорошее время для того, чтобы заняться мытьем волос. У нас есть время для этого, ну и после этого тоже будет. Специальные маски для ухода за кожей используйте. Прекрасно все получится. Убывающая луна, все будет принято организмом и будет хорошо использоваться каждой клеточкой кожи. Очистка кожи продолжаем в этот период убывающей луна. Ремонт в дни Скорпиона, стихии воды не проводим. Проветривать вещи нет смысла, даже если солнце притягивается влага в вещи. А вот стирка прекрасно. Понедельник, вторник, 21-22 генеральную стирку прекрасно получится. Генеральная уборка тоже очень хорошо получится. Ну и начало инкубации пока еще нет. Мы чуть-чуть позже, в конце месяца, будет у нас хорошее время для инкубации. Это будет время для уток, для гусей. Но более подробно в следующих видео мы об этом обязательно расскажем. Луна для здоровья. 19 и 20 марта, в субботу-воскресенье, Луна будет в знаке Весы. А в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы. Обратите внимание, женщины, на эти органы. А также уязвимы мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. Итак, давайте рассмотрим, что можно в это время делать. В это время, 19 марта, в знаке Весы, практически никаких операций вообще еще делать нельзя. Это сожженный путь полнолуния. А вот 20 марта здесь в Весах можно проводить операции в области головы, а также эффективное лечение зубов, ушей, ну и можно удалять зубы в это время. Но нельзя ни в коем случае в знаке Весы проводить урологические операции. И еще одна очень важная подсказка. Да, сейчас многие огородники, дачники, садоводы выходят в сад, огород, заняты работами по подготовке сада к весне, к весенним работам. Пожалуйста, не забывайте, что ваши ноги в эти дни, именно 19-20, должны быть теплее. Берегите область таза, чтобы не застудить почки, а также мочевой пузырь. Ну и в это время нельзя употреблять алкоголь. Лучше всего из питания должно быть вегетарианское питание и небольшими порциями, то, что у вас есть. 21 и 22 марта Луна будет в Скорпионе. Ну и в это время уже особо будет уязвима прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. Снова же напоминая ноги
и область таза должны быть теплее. Здесь должны быть теплая обувь, и не присаживайтесь для отдыха на холодные скамейки или какие-нибудь другие места, где вы любите отдыхать. Еще не время для отдыха. И о том, что нельзя в эти дни, в понедельник, вторник, делать, а нельзя проводить операции снова же на органах мочеполовой системы. В это время обостряются болезни именно мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Кстати, в это время под угрозой вся воспроизводительная система. Также повышается риск заражения половыми инфекциями. Будьте внимательны, пожалуйста, и мужчины, и женщины. Зато в понедельник и вторник можно лечить зубы, верхние дыхательные пути, а возможны операции, такие как удаление гланд, аденоидов, удаление зубов, лечение гайморита. Вот пришло то время, которое ждали многие для того, чтобы наконец-то попасть в стоматологическую клинику. Ну вот, на сегодня у нас вся информация. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили этот выпуск для вас. Мы еще раз вам желаем всего самого доброго, мирного, светлого неба, спокойствия в ваши дома, мира вам, добра и божественного света любви. Именно свет божественной любви удерживает в том нужном состоянии, когда начинаешь творить и спокойно, красиво выполнять любые задачи, которые поставлены для человека нашим Творцом, Создателем. Всего доброго еще раз. Пока-пока вам!